Девочка с большим энтузиазмом доедает свой перекус и приступает к тренировкам. Она успешно проходит различные этапы подготовки к восхождению на гору. Однако ее волнение приводит к неверному шагу, в результате чего она падает и кричит от страха. Этот крик привлекает внимание голодного мальчика, побуждая его броситься к источнику звука. Он быстро превращается в героя, надевает броню и маску и взлетает, чтобы спасти девочку, прежде чем она упадет на землю. Благополучно приземлившись, он игриво касается ее пальцев, и она смотрит на него с восхищением, видя в нем своего спасителя. Во время ночной церемонии глава региона Херувим Сондафи дарует титул рыцаря маленькому мальчику по имени Хана Буса Яра. Отец Яра, Шин, живая легенда, отказывается присутствовать на церемонии. Тем не менее, Яра получает свою первую маску. Яра мечтает о нормальной жизни, а не о роли рыцаря, но выбор у него ограничен. Яра вспоминает случай, когда он пришел на помощь школьнице, которую преследовали какие-то люди. После этого он по-джентльменски поцеловал ей руку и извинился за то, что не смог прийти раньше, чтобы помочь ей. Однако он был встречен оскорблением, поскольку вместо этого она назвала его извращенцем. Синдром белого рыцаря Ятара заставляет его вести себя по-рыцарски, завершая встречу добрыми словами и поцелуем, несмотря на его истинные намерения, что часто приводит к недоразумениям. Ятара с детства прививали навыки и манеры рыцаря, заставляя его тело инстинктивно реагировать по-рыцарски, не осознавая этого. Подумал. Необычная девочка уговаривает лошадь по имени Ширахиме срочно выследить Ятара по запаху, но лошадь раздражается и бьет Алису из-за ее настойчивого давления. Это приводит к жаркому спору на обочине дороги. Бьюта прерывает горничная, отчего у них мурашки бегут по спине и побуждают продолжить поиски. Ятаро, тот самый рыцарь, который ранее спас молодую девушку, завершает их встречу извинениями и поцелуем, прежде чем поспешно скрыть свою личность, сняв плащ и маску. Молодая девушка, спасенная Ятара, нарушает ход его мыслей, и он винит себя за то, что инстинктивно бросился на помощь нуждающимся. Даже несмотря на то, что у него нет никакого желания быть рыцарем. Молодая девушка смотрит на Ятара и не узнает его, вместо этого описывая своего героя, рыцаря Лансера, который пришел ей на помощь. К удивлению Ятара, молодая девушка радостно приглашает его к себе домой без предупреждения. Ятара представляется, и маленькая девочка отвечает ему взаимностью, представившись как Кидо и Макио. Обеспокоенная горничная Лю Юхуа замечает прибытие Макио и спешит вниз поприветствовать ее, только чтобы обнаружить присутствие Ятара. Лю Юхуа представляется служанкой в доме Макио. Следуя инструкциям Макио, Юхуа просит подготовить дополнительную комнату для Ятара, который станет неожиданным гостем в особняке. Такой неожиданный поворот событий повергает в изумление и Ятара, и Юхуа. Ятара размышляет о щедрости Макио по отношению к нему и задается вопросом, правильно ли он поступил, приняв ее предложение, прежде чем погрузиться в сон. В своем сне Ятара встречает своего отца, у которого есть для него сообщение. Он внезапно просыпается, потрясенный тем, что Макио спит рядом с ним. Юхуа тоже просыпается и заходит в комнату Ятара только для того, чтобы увидеть, как Макио держится с ним за руки в постели. Она удивленно восклицает и винит себя за то, что осталась на ночь, чтобы предотвратить подобный сценарий. На следующее утро, когда они завтракали с Ятара, служанки Макио сообщили ей, что выполнили свои различные поручения и выразили желание вернуться домой, на что она согласилась. Ятаро из любопытства спрашивает Макио, почему он не видел рядом с ней других людей. Она объясняет, что она была единственной жительницей поместья с тех пор, как умерла ее мать, а отец с ней не живет. Ятаро узнает от Юхуа о строгом приказе отца Макио никому не позволять жить с Макио или сближаться с ним, что его беспокоит. Однако Макио прерывает их беседу, чтобы пригласить Ятаро в свою комнату. Юхуа начинает подозревать Ятаро, который внезапно появился в жизни Макио и уже занимает значительную ее часть. Она предполагает, что у него могут быть намерения соблазнить Макио. В комнате Макио она показывает Ятаро свой альбом для рисования, заполненный различными интересными героями, включая Найт-Лансера, которым на самом деле является Ятаро. Однако Макио, похоже, до сих пор не осознает этого факта. Их разговор прерывается громким стуком внизу, побуждающим Ятаро извиниться и разобраться в ситуации. Ятаро вмешивается, чтобы помешать неизвестным мужчинам, которые силой проникли в особняк, причинить вред Юхуа. Однако неожиданно сзади появляется великан и вышвыривает Ятаро за дверь за вмешательство. Макио бросается к Юхуа, чтобы защитить ее, но великан хватает его. Несмотря на то, что он находится в опасной ситуации, Макио начинает петь о героях. Мужчины насмехаются над ней, не веря своим ушам, но внезапно появляется рыцарь Лансер и спасает Макио. Затем он вступает в конфронтацию с неизвестными мужчинами, которые размахивают ножами. Во время их битвы копье Ютара застряло у гиганта под мышкой, и он понимает, что не может его вытащить. Ютара собирает все свои силы, чтобы одолеть великана, а затем приказывает остальным мужчинам покинуть особняк. После этого Ютара вздыхает с облегчением, но беспокоится, что Макио его обнаружит. Однако приходит Юхуа, чтобы сообщить ему о посетителях, которые оказываются Элис,
Широхиме и их грозной служанкой Йорика-сан. Ятара ворочается во сне, замечая странные звуки вокруг себя. Однако Йорика будет его приветствием и напоминает о том, сколько времени прошло, отчего Ятара вздрагивает от страха. Утром Алиса просит Широхиме не вмешиваться в тренировки Ятара, и Широхиме обязана выполнить эту просьбу. Ятара выбегает из комнаты в состоянии паники, что настораживает Широхиме. Она спешит обнять его, несмотря на предупреждение Алисы. Макио, все еще полусонный, выходит на балкон и пытается предостеречь Йорика, чтобы она не ругала Ютара, но по неосторожности теряет сознание. Ютара быстро переодевается в свой ночной костюм и маску, чтобы спасти Макио до того, как она упадет на землю. Макио взволнованно рассказывает Ютаро о своем сне, описывая, как ночной лансер всегда приходит ей на помощь в ее снах. Однако Йорика перебивает ее, призывая сосредоточиться на завтраке. Ютаро размышляет о том факте, что Макио все еще считает его героем, несмотря на то, что он в маске, и не осознает, что он ее ночной охотник. Алиса, которая является обучающимся рыцарем и ученицей Ютаро, быстро наслаждается едой. Тем временем Йорико, ответственная за лечение синдрома белого рыцаря Ютаро, старательно выполняет свои обязанности, подавая им еду. Ютаро не ожидал, что они так долго будут искать его после того, как он покинул свой остров. Макио прерывает обучение Ютаро, чтобы отругать его, узнав, что он убежал из дома. Однако она также выражает облегчение, понимая, что сможет отправить его обратно домой, не беспокоясь. Наедине Ютаро обсуждает свое намерение остаться с Макио, чтобы она не чувствовала себя одинокой с Йорико. Она соглашается, но добавляет условие, что она и Элис, а также Широхиме также останутся с ними, и Ятара соглашается. Широхиме кажется в восторге от этой идеи. Ятара убеждает Алису не раскрывать свой секрет Макио во время их бесед, в то время как Йорика заботится о нуждах детей и делает им выговор, когда это необходимо. После того, как она поделилась рисунком ночного лансера со своими гостями, Макио вспоминает, что у нее тренировка, и берет Ятара с собой. Они начинают тренировку с того, что Макио взбирается на гору, но Ятара прерывает ее, чтобы поинтересоваться ее мотивами. Макио объясняет свое желание тренироваться, чтобы стать героем, что побуждает Ятара вспомнить об их первой встрече. Ятара делает выговор Макио за то, что она безрассудно подвергает себя опасности просто потому, что верит, что Найтлансер спасет ее. Макио осознает свою ошибку и приносит извинения. На обратном пути домой Макио громко поет песню, которую она сочинила для Найтлансера, что поначалу привлекает внимание людей. Ютара замечает двух детей, возвращающихся домой из школы, и останавливается, чтобы спросить Макио, почему она не посещает школу. В ответ она задает вопрос о том, что нужно делать, чтобы ходить в школу. Позже вечером девочки вместе принимают ванну, и Макио с энтузиазмом делится с Алисой подробностями своего дня, включая то, как Ятара отчитывает ее. Алиса удивлена спокойной реакцией Йорика, так как она ожидала, что та расстроится. После телефонного звонка президент Кидавин отдает распоряжение одному из своих сотрудников Конгодзи. Размышляет Юва, глядя на свой чемодан и вспоминая свои последние минуты в поместье Макио. В это время Йорика сообщает ей о своем решении жить с Макио, а не оставлять ее одну, и она увольняет весь персонал, ответственный за заботу о нуждах Макио. Йорика сопровождает Ятара в поездке в город, чтобы посетить компанию Кидоу. Пока он пытается убедить администратора разрешить ему встретиться с отцом Макио, к Ятаро подходит молодой человек, которого он, кажется, узнает. Ятаро удивлен, увидев Конгодзи. Ятаро делится своими опасениями с Конгодзи и просит его поговорить с отцом Макио о том, что она одна, но Конгодзи отказывается. Тем временем к поместью Макио подъезжает странная машина, в которой находятся несколько мужчин и Юянь. Ятара приходит в ярость, узнав о намерении отца Макио отправить ее за границу, чтобы она жила одна. Затем Конгодзи разъясняет Ятара, что он несет частичную ответственность за это решение, поскольку люди, которые ранее напали на поместье, были связаны с организацией, которую он ликвидировал, и Макио непреднамеренно стал членом банды. Объект их мести. Конгодзи решительно предостерегает Ятара от попыток встретиться с отцом Макио, что подталкивает Ятара к физическому противостоянию с ним. Ятара начинает атаку на Конгодзи, но его копье легко уничтожается, и Конгодзи побеждает его без особых усилий. Служа суровым напоминанием Ятара о его мести, подчеркивая, что он еще не воин. Закаленный рыцарь. Ятара с позором возвращается к Йорико, и она спокойно, но строго отчитывает его за то, что он ввязался в драку с Конгодзи, который занимает третье место по рангу среди рыцарей. В то время как Ятара относительно новичок в рыцарстве. Йорика дает Ятару убедительное объяснение решения Конгодзи. Тем временем Юян связывается с Юхуа, сообщая ей об успешном акте мести. Ятара приходит домой и обнаруживает Алису без сознания у входа, что заставляет его внезапно вспомнить о Макио. Макио, Алиса и Широхиме проводят день, наслаждаясь закусками вместе. Однако их время перекуса прерывается появлением незнакомого ребенка. Алиса подходит к ребенку, чтобы узнать об их намерениях,
но в ответ Юен агрессивно бьет ее. Затем Юен приказывает своим помощникам забрать Макио, ссылаясь на инструкции своего отца. Широхими пытается защитить Макио, пугая незнакомых мужчин. Но внезапно появляется Макио, пытающаяся защитить свою подругу после того, как Юян угрожает использовать свой пистолет против Широхимы. Юян дает Макио возможность мирно сопровождать их в обмен на безопасность ее друзей, выбор на который она соглашается. Она неохотно соглашается. Алиса пытается вмешаться еще раз, но получает удар по шее. Алиса приходит в сознание и со слезами на глазах извиняется за то, что не смогла защитить Макио. Йотара, испытывая стыд, вспоминает свой недавний разговор с Конгодзи. Затем он слышит необычный шум и решает разобраться, в конце концов заходит в одну из комнат, где находит Юхуа с вещами Макио. Юхуа объясняет Йотаро, что она намерена забрать вещи Макио к себе, потому что ее семья несет ответственность за внезапный отъезд Макио. Юхуа рассказывает историю о том, как ее отец, которым оказывается Конгодзи, заботился о них после того, как спас их от преступного синдиката под названием Бон, что вынудило детей выполнять незаконную работу. Он также предложил Юхуа возможность поработать в поместье Макио. Посреди их разговора Ютаро прерывают крики Элис. Она настаивает на том, чтобы попытаться спасти Макио, но Юрика мешает ей, крепко держа ее. Ютаро успокаивает Алису и объясняет, что они находятся в беспомощном положении и не должны вмешиваться. Алиса приходит в ярость и бьет Йотаро, когда тот случайно сталкивается с Юхуа, неосознанно устраивая беспорядок с вещами Макио. В то время как Алиса продолжает плакать и вымещать свой гнев на Ютаро за несвойственные ему высказывания, Юхуа показывает найденное ею письмо, которое оказывается одним из тех, что она нашла, что Макио написал рыцарю Лансеру. Ютаро устроил скандал в аэропорту, отчаянно разыскивая Макио. Появляется Юян с несколькими мужчинами, пытающимися помешать Ютаро добраться до Макио. Однако внезапно в окна аэропорта врезается машина, создавая хаос при въезде на территорию аэропорта. Йорико призывает Ятаро продолжать, пока она разбирается с Юяном и его людьми. Юян пытается преследовать Ятаро, но ее останавливает Йорико, которая готовит свое копье, чтобы наказать Юян. Ятаро вспоминает содержание письма Макио, когда скачет на лошади в поисках нее, но сталкивается с болезненным препятствием. Тем временем Юхуа раскрывает свои скрытые таланты, доставая секретное оружие из своего чемодана. Охваченный угрызениями совести за то, что не предпринял правильных действий раньше, Юхуа решает помочь Ятаро, направляя его и устраняя любые препятствия на их пути. Ятаро выезжает на взлетно-посадочную полосу и обнаруживает, что Конгодзи ждет его. Несмотря на все его попытки убедить Конгодзи найти мирное решение, Ятаро нападает на него. В ответ Конгодзи размахивает своим копьем, становясь свидетелем того, как Ятаро превращается в своего ночного копьеносца, несмотря на то, что его копье сломано. Таинственный человек, который, похоже, знает о битве между Ятаро и Конгодзи, поднимает свое кольцо к небу и вызывает гроб на поле битвы, где сражается Ятаро. Конгодзи сразу же узнает гроб, понимая, что он принадлежит отцу Ютаро, Шину. Из гроба появляется еще одно копье, что повергает Конгодзи в шок, когда он узнает в нем Рона Гоминиада, оружие, которым, по его мнению, мог владеть только Шин. Ко всеобщему удивлению, Ютаро берет копье и готовится продолжить битву с Конгодзи. После решительных усилий Ютаро в конечном итоге выходит победителем, повергая Конгодзи на землю. Затем он поднимается на борт самолета, чтобы воссоединиться с Макио. Ютаро заходит в самолет и обнаруживает, что Макио проснулся. Он опускается перед ней на колени и приносит искренние извинения, заверяя Макио, что решил посвятить остаток своей жизни защите ее от любых угроз или причинения вреда. Макио эмоционально обнимает Ютаро, ее слезы радости текут рекой. Тем временем Юян обнаруживает бессознательное тело Конгодзи и начинает беспомощно плакать. Йорико присоединяется к нему, уговаривая отойти в сторону, чтобы она могла позаботиться о Конгодзи, хотя поначалу он отказывается. В конце концов, Йорико мягко отталкивает Юянь в сторону и опускается на колени, чтобы позаботиться о Конгодзи. Один единственный удар приводит Конгодзи в сознание. Он с любопытством спрашивает Йорико о способности Ятаро владеть Рангоминиадом, но она молчит. Затем появляется Ятаро и объявляет об их решении вернуться домой. Шин встречается с отцом Макио, Акирой, который защищает Ятаро, заявляя, что ему было предначертано судьбой встретить Макио принцессу. Акира предупреждает Шина держаться подальше от Макио, но Шин отказывается, утверждая, что Ятаро предназначен быть рыцарем Макио, ответственным за ее защиту как принцесса. На следующее утро Макио появляется в красивом наряде и объявляет Ятаро и остальным, что она решила не преследовать его, быть героем. Вместо этого она намерена сосредоточиться на том, чтобы стать леди, достойной Нейтлансера, в надежде в конечном итоге стать его женой. Ее реакция удивляет присутствующих. Элис создает переполох, возражая против ошибки Ятаро, когда он произнес слова, которые прозвучали как предложение Макио. Молодая девушка безрассудно едет по дороге, преследуя свою цель. Она идет на крайние меры, даже проносится сквозь здание, но ее добыча умудряется опередить ее и прыгает в океан. Макио наконец-то становится студенткой, и было решено, что она останется в Японии, чтобы учиться в Академии Шинра вместе с Элис и Юхуа. Ютаро тоже учится в старшей школе. Удивительно, но Широхиме сопровождает их в школу. И когда они идут по дороге, Широхиме устраивает
устраивает переполох, потому что кто-то преследует ее. Внезапно раздается громкий крик, сигнализирующий о том, что ребенок тонет. Ютара немедленно переодевается, чтобы спасти маленькую девочку. Макио объявляет о присутствии рыцаря Лансера прохожим, которые обнаруживают тонущего ребенка. В то время как Ютара после спасения скрывается, объясняя свои действия синдромом белого рыцаря. Другая студентка заметила рыцаря Лансера, спасающего девочку на расстоянии. Во время занятий Ютара приходит на помощь девочке по имени Сайсон, которая несла стопку документов, не давая ей столкнуться с какими-то мальчиками. Ютара наслаждается опытом нормальной жизни и относится к Сайсон вежливо и по-рыцарски. Однако она напоминает ему, что он ведет себя подобным образом с каждой девушкой, что по ее мнению не должно считаться нормальным. Сон просит Ютара не обращать внимания на его слабости и выражает негативное отношение к рыцарю Лансеру. Затем Ютара понимает, что Сон, который также является его одноклассником, был первым человеком, которого он спас, когда был новичком в городе. Макио прерывает разговор Ютара с Сон и представляет ее. Ютара, заметив сильную связь с Макио и ее приятный характер, решает не раскрывать ей свой секрет рыцаря-копейщика. Макио делится подробностями своего дня с Йорико и просит разрешения, чтобы Широхиме сопровождала их в школу, на что Йорико, к удивлению, соглашается. Тем временем Юян продолжает считать Юхуа предателем, несмотря на попытки Конгадзи убедить его думать по-другому. Молодая девушка по имени Сильвия внезапно врывается в комнату и крепко обнимает Конгодзи. Юянь просит Сильвию отомстить за Конгодзи, так как она тоже рыцарь. Однако Сильвия отказывается, заявляя, что их отец Конгадзи проиграл в честном бою. Разгневанный этим, Юянь покидает дом с твердым намерением отомстить за своего отца. Во время своего ухода Юянь слышит крики истекающего кровью человека и обнаруживает старого знакомого Юфена с мечом в руках. Юфен подходит к Юяню и спрашивает о человеке, ответственном за устранение бана. В попытке защитить своего босса, Юянь решает вместо этого упомянуть имя Ютара. Ютара помогает Сэ разобраться с группой проблемных одноклассников и внезапно ощущает незнакомое присутствие, которое нападает на них. Он использует мусорное ведро, чтобы защитить Сэ от нападавшего, и обнаруживает, что этим человеком является Сильвия, которая также является студенткой Академии Шинра. Во время их знакомства Ютара предпочитает не раскрывать, что Сильвия его старший рыцарь. Сильвия быстро хватает Ютара, и он следует за ними. В итоге они оказываются возле старого здания, где сталкиваются с Юрикой и другими девочками. Еще одна студентка по имени Нори присоединяется к их сборищу и объявляет об открытии ночного клуба для всех желающих. Нори объясняет Сэю, что девиз клуба «Создавать героев», и Сэй восхищается Нори как самым блестящим студентом Академии. Однако Сэй, похоже, не совсем доволен тем, что Нори представлял Академию за границей только для того, чтобы изучать героев. Макио рассказывает о своей первой встрече с Нори на детской площадке и о том, как Нори помогла ей поднять настроение рассказом о героях после того, как она расплакалась от одиночества. Эта встреча вдохновила Макио на то, чтобы она сама захотела стать героем. Сильвия и Йорика разрешили Ютара пройти тщательную подготовку, и Йорика связалась с Юхуа, чтобы узнать последние новости. Юва сообщает Йорика, что Ютара достигает своего предела, но Йорика интерпретирует это как то, что он еще не достиг своего предела. Ютара размышляет о своей жизни, чувствуя, что он испытывает ту же изоляцию, что и тогда, когда он был на своем острове, несмотря на попытки наслаждаться своей обычной школьной жизнью. Макио убеждает Йорика предоставить Ютара базовую подготовку. Йорика выводит Се на улицу и просит Ютара вести себя с ней как рыцарь, заставляя Се вспомнить свою встречу с рыцарем Лансером. Сильвия и Нори уговаривают Ютара поцеловать Се, пока Юфен проводит время в парке, наблюдая за двумя детьми, играющими роль рыцаря Лансера. Это вызывает в памяти слова Юянь о том, что рыцарь Лансер именно тот человек, которого она ищет. Сильвия помогает Ютара идти домой и рассказывает ему о своей миссии найти кого-то и о том, как она встретила Нори в Америке. Однако Ютара внезапно прерывает ее и просит их вернуться домой, а сам выбирает другой маршрут. Юфен воссоединяется с несколькими мужчинами из организации Бан, когда они обсуждают свой союз, чтобы отомстить за потерю организации. Рыцарь Лансер вмешивается, предполагая, что мужчины планировали причинить вред Юфену. Ютара использует копье, которое Конгодзи восстановил для него, чтобы противостоять своим противникам. После победы над ними Юфен неожиданно бросается к Ютара, считая его человеком, которого она ищет, и называя его своим отцом, что повергает Ютара в шок. Юфен вспоминает момент, когда однажды днем она споткнулась во время игры, но Шифу подхватил ее и утешил. Она считает Найт Лансера своим отцом, поскольку он олицетворяет сильного японского мужчину с чертами, похожими на ее Шифу. Ютара опускается на колени и соглашается стать отцом Юфен, обещая всегда быть рядом с ней, когда она в нем нуждается. Однако он внезапно исчезает, оставляя Ютара удивленным и размышляющим о том, что Юфен называет его отцом. Се замечает меланхоличное выражение лица Ютара и спешит помочь ему с уборкой, но тот становится неуклюжим и случайно проливает на нее воду. Се уверяет Ютара, что она может убедить руководство ночного клуба отказаться от основных тренировок, предполагая, что именно это является причиной его грусти. Однако приход Сильвии прерывает их разговор, поскольку она просит немедленно поговорить с Ютара наедине, гарантируя, что Се не закончит свое выступление. Ютара приносит извинения Сильвии за то, что позволил ей взять на себя ответственность за события прошлой ночи. Он винит себя за то, что не остался, чтобы защитить Юфена, человека, которого Сильвия искала все это время.
Сильвия понимает, что найти Юфена, который постоянно от нее ускользает, непросто. И она также берет на себя ответственность за свою неспособность обеспечить Юфена и присмотреть за ним. Ятара предлагает помочь Сильвии в ее поисках Юфена, что неожиданно побуждает ее обнять его. Это касается свидетеля Се, который наблюдает за происходящим издалека. Впоследствии Сильвия объявляет о своем уходе, указывая на свое намерение возобновить поиски Юфена. Таким образом, Ютара остается один управлять ночным клубом. Се чувствует себя неловко из-за того, что Ютара обнимает Сильвию и начинает размышлять об их отношениях. Появляется Юян и игриво наставляет на Се пистолет. Ютара возвращается домой, уставший после тренировки в клубе, и пытается отдохнуть. Однако Макио заходит в его комнату и предлагает помассировать ему спину, от чего он отказывается. Затем ему звонит Сё, но ответив, он узнает голос Юянь на другом конце провода. Юянь связывает Се веревками и ругает Юфена за то, что тот не может ему помочь. Он продолжает раскрывать секретную личность Ютара как ночного лансера, чтобы сказать, что он полон решимости отомстить. Ютара обнаруживает Се и Юяня в этой ситуации и умоляет Юяня освободить Се, но Юянь отказывается и стреляет. Внезапно на место происшествия прибывает разгневанный Юфен и быстро обезоруживает Юяня, заставляя его бежать в страхе. Ятара пытается отговорить Юфен от причинения вреда Юяню, но она остается непреклонной и продолжает преследовать его. Затем Ятара возвращается, чтобы попросить освободить ее, но она уговаривает его вместо этого отправиться за Юфеном. Тем временем Юянь продолжает бежать и неожиданно оказывается на скоростном шоссе, где случайно встречает Сильвию. Прежде чем Сильвия успевает спросить о ситуации Юянь, из кустов появляется Юфен и угрожает причинить вред Сильвии, если она вмешается. Пытаясь защитить Юянь, Сильвия получает травму ноги. Юянь рассказывает Юфену, что Шифу был убит за предательство Бонда. Во время этой суматохи Ятара также был ранен ножом в живот, когда пытался защитить Сильвию и Юянь. Кроме того, Макио случайно пролила свой напиток на рисунок рыцаря-лансера. Юфен исчезает в страхе, преследуемая воспоминаниями о том, как она ударила ножом рыцаря-лансера, которого считает своим отцом. Она громко плачет, достигнув обрыва. Неожиданно появляется Йорика со своим копьем, чтобы отчитать Юфен за ее действия. Юфен в гневе бросается на Йорика, но вскоре понимает, что не может нанести ей удар. Она вспоминает ободряющие слова Шифу и использует их как мотивацию, чтобы ударить Йорика, нанеся незначительную травму лицу Йорика. Йорика приходит в ярость и превращает свое копье в хлыст, направляя его на Юфена, из-за чего она падает со скалы. Юфен принимает свое наказание и медленно спускается вниз, размышляя о Шифу и ночном лансере. К своему удивлению, она открывает глаза и обнаруживает, что ночной лансер в очередной раз спас ее от падения. Йорико присоединяется к ним и ругает Ятара за то, что он спас Юфена, несмотря на его собственные травмы. Ятара защищает Юфена, принимая на себя роль ее отца, что заставляет Йорико пустить в ход свое копье и вступить с Ятара в драку. Йорико и Ятара бросаются друг на друга со своими копьями. После ожесточенной схватки Йорико добровольно выходит из боя. Юйфен, наблюдая за их усилиями по обеспечению ее безопасности, заливается слезами. На следующее утро Сильвия остается рядом с Ятара, обсуждая события предыдущей ночи, в том числе его решение противостоять Йорико, чтобы защитить Юйфена. Сильвия призывает Ятара сосредоточиться на своем выздоровлении. Однако их разговор внезапно прерывается громким криком Юхуа. Ятара и Сильвия спешат вниз по лестнице и, к всеобщему удивлению, обнаруживают, что Макио держит Юфена за руку. Макио рассказывает о своей связи с Юфен, объясняя, как она пригласила ее домой, увидев ее в слезах на обочине дороги. Макио рассказывает, что Юфен ее дочь, так как она жена ночного лансера, и выражает свое решение позволить Юфен остаться. Юфен также признает Макио своей матерью, чем повергает всех в шок. Йорико присоединяется к дискуссии и успешно убеждает Макио позволить ей наказать Юфен за ее плохое поведение. К гостинице Синоги подъезжает машина, которая доставляет Ятара и его новую семью на каникулы. Девочки выглядят взволнованными, когда оставляют свой багаж у Ятара. Ятара отправляется на прогулку к горячему источнику в гостинице, что навевает воспоминания о том, как они с отцом вместе наслаждались горячим источником. Макио окликает Ятара по имени, чтобы привлечь его внимание, и он оборачивается, чтобы увидеть девушек, которые неправильно понимают его намерения. Макио отправляется на поиски Юфен и находит ее прячущейся за колонной. Она уговаривает Юфен присоединиться к ним за столом, но в итоге получает нагоняя от Йорика. Заметив реакцию Юфен на нагоняя Йорика, Макио делится с Ятара своим планом, как приблизить Юфена к семье. Она также замечает травму Ятара, что побуждает его предложить идею отвлечь ее внимание от расспросов о его травме. Макио понимает, что Юфен снова изолирует себя от остальной группы и решает найти ее. Остальные тоже пытаются убедить Юфен присоединиться к ним, но она создает беспорядки, прежде чем скрыться. Тем временем Ятара беседует с пожилой женщиной по имени Тиёка, где они обсуждают свою прошлую и настоящую жизнь. Ятара выглядывает в окно и замечает человека, бегущего голышом по улице. Он быстро понимает, что это Юфен,
хотя Тиёка ошибочно принимает ее за большую обезьяну. Юфен в конце концов останавливается возле дерева, задумавшись над словами Макио. Ятара бросается к ней, призывая сохранять спокойствие, но она продолжает бежать. Не подозревая, что Ятара рыцарь-копьеносец, действия Юфена приводят к тому, что он получает нагоняя от Йорика. Наконец, Юфунг признается Макио в своем нежелании сближаться с другими, объясняя, что она чувствует, что ее семья в настоящее время неполноценна. Реши нарядить Йотара горничной, хотя Се, похоже, не испытывает особого энтузиазма по поводу этой идеи. Яра и Сей находят уединенное место для разговора, где Ятара приносит извинения за поведение девушки по отношению к Се. Однако Се противостоит ему, выражая свое разочарование, потому что он всегда чрезмерно мил со всеми, независимо от их характера. Ятара подтверждает, что он действительно рыцарь-лансер, и объясняет, как его синдром белого рыцаря привел к неприятностям со старым знакомым, с которым он столкнулся у горячего источника. Он еще раз извиняется и рассказывает о своем решении покинуть школу, что огорчает Сей, когда она пытается убедить его остаться. Слабость Яра берет верх, когда он опускается на колени, чтобы чмокнуть Се в руку, но вместо этого она ругает его. Се советует Ятара отказаться от своей привычки относиться ко всем одинаково, поскольку это причиняет ей дискомфорт. Она призывает его стремиться к более нормальному образу жизни. Ятара и несколько девочек возвращаются в гостиницу, где обнаруживают, что Юфен сожалеет о причиненном ей ущербе. Юйфен извиняется перед всеми, удивляя их своей внезапной переменой. Макио особенно доволен решением Юйфен начать все с чистого листа. Позже Макио поделится с Ятара и скажет, что причина, по которой Юйфен отдалилась от него, заключается в том, что она жаждет присутствия ночного лансера, чтобы пополнить свою семью. Она надеется, что однажды он придет к ним. Однако Макио просыпается и обнаруживает, что кровать Юфена пуста. Юфен пытается восстановить камень, который она ранее разрушила, собирая осколки один за другим, чтобы загладить свою вину. Однако в процессе она поскальзывается и падает. Ночной лансер вмешивается, спасая Юфен от падения на землю, и мягко хвалит ее за ее усилия стать лучшим человеком. Юфен извиняется за то, что ударил его ножом раньше. Ятара использует свое копье, чтобы создать новый источник, где он и Юфен могут проводить время вместе, при этом он играет роль ее отца. Как раз в тот момент, когда они собираются насладиться приятным времяпрепровождением, Макио прерывает их. Она выходит вместе с остальными членами семьи и напоминает Юфен, чтобы она не исчезала без предупреждения, так как это может вызвать у нее сильное беспокойство. Юфен наконец-то испытывает чувство семьи, о котором она так долго мечтала, и это приносит ей счастье. На следующий день все они направляются к автобусной остановке, готовые к отъезду. Они вспоминают о приятных моментах, которые пережили во время своего пребывания здесь, и снова оставляют весь свой багаж Ютара, считая это своего рода тренировкой для него. Неожиданно появляется Юфен и напоминает девочкам, что Ютара пропустил их семейное времяпрепровождение прошлой ночью. Макио соглашается с ней, и они все вместе уговаривают его вернуться к горячему источнику вместе с остальной группой. Се сначала остается позади, наблюдая, как девочки возвращаются к источнику счастливые, и в конце концов она набирается смелости присоединиться к ним, чувствуя себя немного застенчивой рядом с ними. Ятара приходит на помощь девушке, которую преследуют какие-то парни возле озера. После этого он грациозно опускается на колени, демонстрируя рыцарство, прежде чем улететь прочь. Девочка позже понимает, что ее спас рыцарь-лансер. Когда Ятара спускается вниз, он сталкивается с тремя незнакомыми людьми, каждый из которых вооружен разным оружием, и они кажутся другими рыцарями. Тем временем Мачо взволнованно приглашает друзей и с гордостью демонстрирует свой рисунок серебряного копьеносца, который на самом деле является Сильвией. Она упоминает, что серебряный копьеносец – один из союзников рыцаря-копьеносца, что заставляет Сильвию чувствовать себя неловко. Тем не менее, Сильвия делает комплименты Макио за ее художественные работы. Ютара оказывается преследуемым другим рыцарем, что приводит к ожесточенной битве. Тем временем Мачо продолжает с энтузиазмом делиться своими рисунками героев со своими друзьями, а Конгодзи незаметно наблюдает за ними издалека. Конгодзи выражает свою признательность Йорика за ее доброту к Юян, даже приносит извинения, хотя Йорика не решается принять их, пока Ятара не вернется из своего приключения. Юян, издалека наблюдая за битвой ночного копейщика, решает обратиться к Конгодзи за помощью. Однако один из противников Лансера неожиданно вмешивается, не давая Юяну добраться до своего босса. Ятара опознает в одном из своих противников Доргона и становится озадаченным разворачивающейся ситуацией. Тем временем Макио все больше и больше хочет показать свои рисунки Йотара, который еще не вернулся. Юхуа, Сильвия и Алиса решают подменить Йотара до его возвращения. К сожалению, Доргон одерживает верх в битве, оставляя Йотара раненым и ослабленным. С наступлением вечера Макио с нетерпением смотрит в окно, ожидая возвращения Йотара. Под дождем Нори и Се стоят у входа в свой клуб, и Се с любопытством расспрашивает о внезапном исчезновении Йотара. Я начинаю беспокоиться о Макио, который изображает счастье, ожидая возвращения Йотара. Однако к ней подходит Йорика и сообщает, что они получили наводку на Ятара и просит ее остаться с детьми. Алиса категорически отказывается. Конгодзи и его приемные дети используют свои навыки, чтобы выследить Ятара, и Йорика с Элис присоединяются к ним в поисках. Они обнаруживают фотографию, на которой Ятара без сознания и похищен рыцарями, включая Доргона. Затем Конгодзи рассказывает Йорика, что Ятара перевозят на остров Пенлай. Йорика и Сильвия готовятся отправиться на поиски Ятара.
Они доверяют благополучие детей Алисе. Макио пытается протестовать, прося Йорика взять ее с собой на поиски Ятара, но Йорика отказывается, оставляя Макио с печальным выражением лица, поскольку она чувствует себя беспомощной. И Юфен и Макио пытаются тайно сбежать из дома, чтобы последовать за Йорика. Однако Алиса вмешивается и не дает ему идти, что приводит к конфронтации между Алисой и Юфеном. Юфен пытается создать путь для побега Макио, но Макио ругает ее за то, что она ввязалась в драку с Алисой, и просит Алису разрешить ей сопровождать Йорика. Алиса и Широхима не находят слов, поскольку понимают, что Макио по-прежнему не знает об истинной личности Ятара как человека. Рыцарь. Макио кланяется и умоляет Алису, заливаясь слезами, когда она настаивает на встрече с Ятара. Алиса тоже становится эмоциональной, побуждая Широхима присоединиться к ней и плакать, когда они тоскуют по присутствию Ятара. Макио подходит к ним и гладит их, прежде чем предложить им всем вместе отправиться на поиски Ятара. Юхуа берет с собой в поместье Макио свой тяжелый чемодан и предлагает присоединиться к ним в их экспедиции. Юян после купания поднимает шум из-за их нынешнего состояния, но Ютара продолжает приносить свои извинения. Внезапно Дарган стучит в дверь и заходит в их комнату, пытаясь объяснить, что похищение Ютара было ошибкой. Воспоминания Ютара возвращают его в дни юности, когда у них с Даргоном была крепкая связь, и они всегда проводили время вместе. Ютара приходит в ярость от предательства Даргона и требует более разумного объяснения своего похищения. Даргон стыдливо склоняет голову, сообщая Ютара о приказе вождя всегда докладывать непосредственно ей после того, как узнает о слухах о поражении Конгодзи. Йорика и Сильвия прибывают на остров Пинглай, остров рыцарей. Несколько мужчин пытаются запугать Йорика за то, что она переоделась служанкой, но один из них получает наказание, прежде чем вмешивается другой парень и предупреждает остальных хулиганов. Йорика узнает в том, кто вмешался, Гила Хасана. Сильвия надеется, что Йорика сохранит спокойствие и не начнет ссориться с 4 личными помощниками шефа, поскольку это может привести к антагонизму во всем регионе Восточной Азии. Макио и девочки отправляются на прогулку на лодке, обсуждая пункт назначения и мотивы своего путешествия. Шеф проводит вечер за строгими тренировками, размышляя о прибытии Йорука на остров. Даргон сообщает о своем присутствии шефу, который в гневе роняет свое тренировочное снаряжение. Они обсуждают отказ Ятара обслуживать ее лично, и Даргон пытается убедить шефа. Однако она увольняет его и решает разобраться с Ятара сама. Даргону удается убедить шефа дать Ятара больше времени на принятие решения, поскольку в данный момент он перегружен работой. Гил наконец возвращается, чтобы встретиться с Йорико, но отказывается раскрывать местонахождение Ятара, что приводит ее в бешенство. Юян дает выход своему разочарованию, чувствуя себя совершенно беспомощным. Ятара в ответ просто приносит извинения. Вскоре после этого в комнату входит Даргон и приглашает их присоединиться к нему за трапезой. Он пользуется этой возможностью, чтобы извиниться за то, что держал их взаперти. Юянь в порыве гнева критикует шефа за то, как с ними обращались. Однако Даргон встает на защиту шефа, подчеркивая, что именно благодаря ей они могут поддерживать себя как рыцари. Внезапно Юянь теряет сознание, так как температура его тела резко повышается. Это заставляет Ятара приказать Даргону вызвать врача. Тем временем Макио и остальные члены группы наконец прибывают на остров Пенлай. Вкратце напомним, что Конгодзи и его дети обнаружили похищение Ятара. За этим следует внезапная привязанность вождя к Ятара и признание Даргона о том, что вождь помог ему преодолеть свои слабости, снабдив его маской. Ятара использует свою собственную маску, чтобы скрыть свою личность рыцаря. Ятара поручает Даргону найти врача, и он с большим беспокойством наблюдает за Юянем, надеясь на его выздоровление в этот сложный период. Тем временем Юрика смотрит в окно, выражение ее лица и мысли окутаны тайной. Без ее ведома Маки прибыла на остров в компании Широхимы, Элис, Юхуа и Юфена. Юянь тяжело дышит, а температура у него никак не снижается. Ятара стоит рядом с ним и подбадривает его. Неожиданно в палату без врача входит Дарган и вызвался отвезти Юяна в больницу. Юян отвечает ему лукавой улыбкой, которую никто не замечает. Вскоре после этого Юян поспешно убегает из клиники через окно, но только для того, чтобы быть задержанным одним из личных рыцарей шефа. Тем временем Макио молчит, пока девочки обсуждают родной город Ютара и шумный рынок. Юфенг предлагает использовать ароматы Широхими, чтобы отследить запах Ютара. Обрати внимание девочки на то, что они оставили Широхимы у входа на остров, чтобы не привлекать лишнего внимания. Макио резко останавливается и предлагает вместо этого поискать Йорика. Поначалу девочки колебались, но потом осознали последствия неповиновения приказам Йорика. Но Макио успокоил их, пообещав взять на себя ответственность за любое наказание, с которым они могут столкнуться. Полной решимости самостоятельно найти Ятара сталкивается с сопротивлением Джилл, которая настаивает на том, чтобы удержать ее.
Личный рыцарь по имени Мин Нисан вмешивается, предостерегает Джилл от плохого обращения с ее подругой Сильвией и добиваясь разрешения Йорика поговорить с Сильвией. Юфен решает разделить возможные последствия вместе с Макио, но их беседу внезапно прерывает знакомый голос. В то время как Ю Янь пытается сбежать, он внезапно врывается на шумный рынок и сталкивается с Юхуа, который тепло приветствует его. Ю Янь отчаянно пытается предупредить их, но появляется рыцарь, которая поймала его на бегу, размахивая копьем. Узнав в рыцаре Ханну, Алиса спрашивает о местонахождении Ятара, но Ханна угрожающе направляет свое копье в шею Алисы. Ситуация напряженная, Юфен призывает остальных поспешно отступить, пока она одна противостоит Ханне. Мин объясняет Сильвии обстоятельства и умоляет ее помочь убедить Йорика позволить шефу сохранить контроль над Ятара, даже если это противоречит ее принципам. Мин напоминает Сильвии, что конфликт между Йорико и шефом может привести к потере жизни любого из них. Минг замечает присутствие Макио и быстро вступает с ней в схватку. Сильвия начинает задумываться о намерениях Минг, надеясь, что они не связаны с похищением Макио, чтобы использовать ее против Йорика. Защищаясь, Сильвия встает перед Макио и призывает их найти Йорика, давая описание. Это решение Сильвии заставляет Минг чувствовать себя преданной, но она по-прежнему готова к потенциальной конфронтации. Тем временем Ю Янь передает Сильвии маску, призывая ее не волноваться. Макио продолжает входить в особняк, выкрикивая имя Йорика. Однако неожиданно появляется Гил и предостерегает их от шума, особенно Макио. Ю Ян бросает в Гила одну из своих масок и пытается напасть на него, но его быстро задерживают. Алиса вмешивается, удерживает Гила и убеждает Матча найти Юрика. Затем она надевает свою собственную маску, надеясь обрести мужество, в котором она нуждается. Обыскивая разные комнаты, Макио заходит в одну из них с поврежденной стеной. Тем временем Дарган получает сообщение о том, что его коллеги вовлечены в драку, и решает вмешаться в качестве их лидера. Он выражает недовольство шефом за то, что тот дал им такие задания, и решает отпустить Ятара, оставив дверь открытой, когда он уходит. Шеф проводит вторую половину дня, готовя различные деликатесы, намереваясь использовать их, чтобы убедить Ятара сотрудничать. Неожиданно появляется Йорико, заставляя шефа дрожать от страха. Йорико, надев маску, называет себя Роуз Лансер и приближается к шефу, продолжая отпускать оскорбительные замечания, а затем бросается на Йорика. Они оба держат копья наготове, принимая боевые стойки. Тем временем, во время стычки Юфена с Ханной, Юфен замечает поразительную скорость Ханны и внезапно вспоминает совет Шурфу о том, как справиться с ситуацией. Она решает воплотить предложение Шурфу в жизнь. Минг аплодирует Сильвии за ее ловкий ответ на ее нападки, но Сильвия настаивает, чтобы Минг обращалась к ней как к Сильвер Лансер. Эта настойчивость побуждает Минг активизировать свою наступательную стратегию. К сожалению, Сильвия и Алиса оказываются неспособными одолеть своих противников, которые имеют более высокие рыцарские звания. Тем временем Дарган продолжает поиски своих коллег и слышит крики девушки, доносящиеся с дерева. Он протягивает руку и хватает ее, прежде чем они оба падают вниз. К своему удивлению, он обнаруживает, что девочка Макио, с которой он уже знаком. Йорико в своей битве с вождем сталкивается с неожиданными трудностями, поскольку вождь оказывается более жестким, чем предполагалось изначально. Юфен решает успокоить свой разум, сражаясь лицом к лицу с Ханной, скорость которой кажется непревзойденной. Она пытается последовать совету Шурфу, но Ханна удивляет ее, открывая еще одно неожиданное оружие из своего копья, заставляя Юфен вскрикнуть, и становится все более обеспокоенной своей неспособностью поймать Гила или одолеть его. Ю Янь, расстроенная критикой Алисы и ее оборонительного стиля, выражает гнев и предупреждает Алису о последствиях, если она не одержит верх над Гилом. В разгар их драки Йорико замечает, что вождь полагается в своих атаках на ее чистую грубую силу, что дает ей значительное преимущество. Наконец, вождю удается нанести мощный удар копьем по Йорико, отчего все здание содрогается. Мощный удар вождя впечатывает Йорико в стену, в результате чего она падает. Вождь начинает праздновать свою очевидную победу, наблюдая, как копье Йорико выскальзывает из ее ослабевшей хватки. Продолжая свою триумфальную речь, вождь требует, чтобы Йорико отпустила Ятара. И это звучит собственнически, поскольку она считает его своим. В этот момент появляется питомец вождя, Шаолон, с испуганным выражением лица, пытающийся связаться с ней. Йорико использует эту возможность, чтобы собраться с силами, яростно настаивая на том, что Ятара никому не принадлежит. Проявив решимость, Йорико удается поднять свое копье после нескольких неуверенных мгновений и броситься в атаку на вождя. Она превращает свое копье в хлыст, используя его, чтобы заманить в ловушку и обездвижить вождя, эффективно связав ее им. Йорико собирает все свои оставшиеся силы и с силой хлещет вождя, заставляя ее рухнуть на землю. Тем временем Даргон узнает от Макио, что Йорико удалось сбежать, и осознает последствия действий Йорико. Однако он отказывается сообщать Макио о местонахождении Ютара. Вместо этого Даргон приказывает Макио найти безопасное место для проживания, пока он разбирается с ситуацией Ютара. В разгар битвы Юфен получает травму, но отказывается признать поражение. Черпая вдохновение в воспоминаниях о рыцаре Лансере, она набирается сил и бросается в последнюю решительную атаку на Ханну. Сильвия
пытается осторожно выйти из своего укрытия, но выстрелы Минга продолжают мешать ей двигаться. Размышляя над решением, Сильвия вспоминает тот день, когда Конгоджи предложил ей оставить огнестрельное оружие, чтобы она вступила в ряды рыцарей. Минг намеренно насмехается над Сильвией, предполагая, что Сильвия завязала отношения с Конгоджи исключительно для того, чтобы выманить ее из укрытия. В ответ Сильвия использует свое огнестрельное оружие, чтобы отразить атаку Минга бумерангом, оставив Минга впечатленным успехами Сильвии, учитывая, что она сама недавно стала рыцарем. Сильвия рационализирует свое использование огнестрельного оружия, убеждая себя, что она использует его для защиты, а не для причинения вреда. Минг неохотно признает свое поражение. Ее арсенал атак полностью исчерпан, что вызывает оживление на лице Сильвии. Тем временем Элис продолжает бороться с проблемой нанесения удара Гилу, который предпочитает рукопашный бой вместо использования копья. Гил хватает Элис рукой за шею, вызывая воспоминания о том, как Элис подошла к Конгодзи, чтобы попросить помощи в улучшении ее боевых навыков без копья. Она вспоминает, как Конгодзи сначала отклонил ее просьбу, пока она не разрыдалась. В конце концов, Конгодзи согласился обучить Алису основам рукопашного боя, но при условии, что она сохранит это в секрете от Ятара и Йорика, на что она согласилась. Теряя терпение, Юянь пытается напасть на Гила, но в итоге получает еще одну травму. Элис неожиданно вмешивается, чтобы защитить Юяна, несмотря на его постоянное недоброе отношение к ней. Юян сообщает Алисе, что он беспокоится не о ее благополучии, а скорее о своем нежелании стать свидетелем ее поражения после обучения у Конгодзи, вызванного его ревностью. Гил, подслушав разговор Алисы и Юяна, насмешливо насмехается над Алисой, называя ее неудачницей даже в глазах из-за ее неспособности применить научный аспект своего обучения. Гил решает сразиться и с Юяном, и с Элис, но проходит совсем немного времени, прежде чем он терпит поражение, а Элис использует технику удара головой. Юян насмехается над Алисой, наслаждаясь своей победой, достигнутой, по его мнению, простым ходом. Тем временем Дарган мчится по дороге, направляясь к дому вождя, надеясь, что худшее еще не произошло. Таро расстраивается, когда понимает, что его отец Шин не будет часто приезжать домой. Юрика утешает его, заверяя, что она будет жить с ним, чтобы заботиться о нем в трудную ночь и удовлетворять его потребности. Йорика немедленно приступает к строгим тренировкам с Ятара, хотя ей больно от такого жесткого подхода. Она считает, что эти интенсивные тренировки необходимы Ятара, чтобы развить в себе силу, необходимую для того, чтобы нести бремя, уготованное ему судьбой. В настоящее время атаки Йорика кажутся неэффективными против вождя, который с готовностью нападает на Йорика еще раз. Не растерявшись, Йорика быстро превращает свой хлыст обратно в копье и обрушивает мощную атаку на своего противника. Даже вождь остается в недоумении от внезапного прилива силы Йорика, который постоянно одолевает ее. Ятара выходит на улицу, чтобы выяснить источник громких звуков, и быстро ощущает усиление своего синдрома Белого рыцаря. Тем временем Дарган прибывает в дом вождя и начинает беспокоиться из-за продолжающейся битвы между Йорикой и вождем. Он входит в здание и обнаруживает вождя без сознания с пятнами крови на лице. Дарган полон решимости отомстить за очевидную смерть вождя и клянется устранить Йорика за то, что, по его мнению, она сыграла в этом роль. Однако вмешивается Ятара, пытаясь убедить Даргона не предпринимать столь радикальных действий. Шеф полиции Даффи удивляет Даргона во время одной из его тренировок, принося искренние извинения за то, что в своем плотном графике не нашла времени поделиться с ним моментами сближения. Она также выражает свое разочарование по поводу своих обязанностей и признается, что борется с ними, хотя Даргон, похоже, не совсем убежден в этом. Шеф полиции Даффи достает маску из своего наряда и преподносит ее в качестве подарка Даргону, поощряя его принять свое истинное «я». Этот жест приносит радость Даргону. Однако Даргон приказывает Ятара отойти в сторону, чтобы он мог наказать Йорика. Несмотря на слабую мольбу Юрика о том, чтобы он убежал, Ятара решает остаться рядом с ней, полной решимости защитить ее. Сильвер приходит на помощь Юфен, когда она беспомощно лежит на крыше, используя свое полотенце, чтобы обработать синяки Юфен. Юйфен оборачивается и видит, как Мин ухаживает за ранами Ханны, что побуждает ее принять решение разыскать Макио и ее семью. Тем временем Алиса обыскивает дом и находит комнату, которую разрушила Йорика, пустой, без каких-либо признаков Макио. Юхуа советует Юяну быть осторожным из-за его травмированной ноги, в то время как беспокойство Алисы за свою семью усиливается. Даргон инициирует дуэль, агрессивно нападая на Ятара, по-видимому игнорируя их прежнюю связь. Ятара начинает бояться возможного исхода, когда Даргон безжалостно нападает на него. Ятара чудом избегает ранения от копья Даргона и приходит к осознанию того, что у него нет средств отомстить Даргону, который обладает более высоким рангом и большей властью. Ятара обдумывает свой следующий план действий. Даргон усиливает мощь своего копья, превращая его в лук, одновременно информируя Ятара о грозных возможностях своего оружия. В неожиданном повороте событий Йорико предлагает Ятара свое собственное копье, потеряв его во время битвы. Заметив присутствие Макио, она вызывает неожиданный прилив сил, чтобы отразить атаку Даргона. Однако решимость Ятара ослабевает, когда он замечает изменения в поведении Макио, что делает его неспособным одолеть Даргона. Дарган со слезами на глазах нацеливает свое копье на Ятара, готовясь нанести ему удар. Однако, ко всеобщему удивлению, вмешивается вождь Даффи и принимает удар, предназначенный
предназначенный Ятара, защищая его от вреда. В результате Доргон кричит от боли. С трудом подбирая слова, вождь Даффи снимает маску с Доргона и приносит извинения за то, что подвергла его такому испытанию. Она также приносит извинения Ятара за то, что стало причиной вражды между ним и Даргоном, которых когда-то связывали особые узы. После ее извинений вождь фей теряет сознание, что побуждает Даргона принять решение искупить свои действия. Он осторожно берет вождя фея на руки и медленно выходит из комнаты, полной решимости искупить свои грехи. Йорика и Яра с горечью наблюдают, как Даргон уходит вместе с вождем Даффи. Яра бросается к Йорико, и она выражает радость по поводу его безопасности. Однако Макио, похоже, недоволен. Ее поведение портится, когда она видит рыцаря Лансера с Йорико. Шин хвалит Гила за то, что он намеренно проиграл бой, чтобы укрепить уверенность Элис. Несмотря на свой успех, Шин чувствует себя неудовлетворенным результатом своего плана и советует Гилу не высовываться, пока настроение Йорука значительно не улучшится. Вождь Даффи проводит еще одну ночную церемонию присвоения Ютара звания Верховного Рыцаря. Объясни Ютара, что его внезапное повышение – это ее способ извиниться перед Йорико. Ютара пытается протестовать, чувствуя себя недостойным такого звания, но Дафэй перебивает его. Дафэй наклоняется к самому лицу Ютара, давая ему совет оставаться стойким независимо от обстоятельств. Однако Йорико вмешивается в их разговор, вызывая еще одну острую конфронтацию с Дафэем. Несмотря на попытки ребенка остановить драку, их игнорируют, и здание начинает сотрясаться по мере эскалации конфликта. Тем временем Минг и Ханна извиняются перед Ятара за свою предыдущую грубость и сообщают ему о решении Доргона отказаться от рыцарства после их последней битвы. Ятара вздохнул с облегчением, узнав, что Даффи убедила Доргона не уезжать, поскольку в противном случае она бы поступила так же. Ятара в шутливой форме поднимает тему чувств Минга к Доргону, даже после того, как Ханна подает ему знак не продолжать свое выступление. За это он получает нагоняй от Ханны за свой комментарий. Шеф полиции Даффи решил облегчить беспокойство Доргон, пока он занимается ее травмами. Она приносит ему искренние извинения, а затем игриво подразнивает его за замечание, которое он сделал во время драки с Ятара. Тем временем в поместье Мачио Элис и Юхуа прилагают значительные усилия для поддержания чистоты в особняке в ожидании возвращения Йорика. Алиса наносит визит Мачио и из любопытства интересуется причиной ее мрачного настроения после их возвращения. Мачио задает Алисе интригующий вопрос, раскрывающий правду о личности Ятара как ночного улана. Тем временем Йорико объявляет об их прибытии в особняк, побуждая Юхуа выйти наружу, чтобы поприветствовать их. Макио бросается к Йотаро, ругая его за то, что он заставил их волноваться и сохранил его тайну. Йорико согласна с предложением Макио усилить тренировки Йотаро. Юфен выражает удовлетворение, наблюдая, как все пребывают в приподнятом настроении, за исключением Элис, которая ведет себя по-другому. Новость о дуэли вождя Даффи с Йорикой и повышении Ятара распространилась даже среди африканского отделения рыцарского сообщества, что заставило одного из его лидеров высмеять Даффе. Алиса, все еще одетая в ночную рубашку, пристально смотрит на свою маску, ее разум поглощен различными мыслями. По дороге в школу Макио заводит разговор с Йотаро, требуя, чтобы он извинился перед всеми своими друзьями за то, что причинил им беспокойство своим отсутствием. Юфен присоединяется к ним, выражая зависть по поводу того, что Ятара всегда находится в компании Макио. Она игриво несет Макио на руках и тепло обнимает ее. Юйфен также упоминает о своих планах возобновить учебу, как и другие. Юй-Янь протестует против идеи пойти в школу, чувствуя себя неловко, но Юхуа заставляет его замолчать и следит за его одеждой, чтобы он выглядел презентабельно. Ятара наблюдает за счастьем, исходящим от каждого, и надеется, что это удовлетворение продлится долго. Сильвия присоединяется к группе у входа в школу, приветствуя всех присутствующих. Она внезапно хватает Ятара рукой за шею, заставляя его отступить, в то время как Сильвия с любопытством расспрашивает об изменившемся поведении Юйен по отношению к ним. Сильвия чувствует облегчение, узнав о том, как изменилась Юйен после переезда к Йорико. Ятара объясняет Сильвии, почему Элис отсутствует, упоминая, что она ушла пораньше, чтобы заняться кое-какими делами. Однако знакомый голос привлекает их внимание, побуждая броситься к источнику звука. Там они находят Элис, которая носит маску и публично представляет себя всем как Санни Лансер. Пока Алиса пытается убедить некоторых детей в своей надежности, неожиданно появляется Юфен в маске и выполняет впечатляющий трюк, превосходящий все, что показывала Алиса. Ютара становится озадаченным, наблюдая за девочками, а затем переводит взгляд на Макио, о чем-то размышляя. Макио внезапно хватает Ютара за руку и быстро уводит его с места происшествия. Затем Ютара возвращается к своим тренировкам в ночном клубе, в то время как Юянь подвергается наказанию и становится горничной. Алиса просит Йорика обучить ее в качестве оруженосца Ятара, и это побуждает ее соперницу, Юфен, обратиться с такой же просьбой. Однако в итоге обе девочки подвергаются дисциплинарному взысканию за то, что чуть не опоздали в школу. Ятара пытается защитить их, но теряет равновесие и падает на землю. Нори, понимая затруднительное положение Ятара, понимает, что его слабость как рыцаря связана с предыдущим несчастьем Макио. Макио заметил, что Ятаро приостановил тренировку и попытался
попытался отругать его, но случайно упомянул, что он герой. Она быстро скрылась с места происшествия, призывая Ятара держаться от нее подальше. Позже Шин разговаривает с Макио и упоминает о ее матери Юме. Наступает вечер, а Макио нигде нет, что вызывает беспокойство у всех, кроме Юян, которая остается невозмутимой. Алиса наконец-то доверяет Ятара о том, что Макио знает о том, что он рыцарь-копьеносец. Тем временем Йорико просит Юхуа позаботиться о доме, когда она уходит. Йорико выходит на улицу, нахмурившись и чувствуя себя неловко. Она смотрит в небо и удивляется, увидев летящую над головой лошадь. Конгодзи обращается к Йорико за новостями и сообщает ей о прибытии рыцарей из африканского отделения в Японию, а также о продолжающемся конфликте между их главой и Даффи. Лидер африканского отделения приказывает своим людям устроить засаду на девочек, пока они будут искать Макио. Ятара винит себя в исчезновении Макио, вспоминая о ней. Однако его охватывает странное чувство, и он встречает таинственную женщину с повязкой на глазу, которая, кажется, знает его. Она представилась Ятара как Херувим Ваджет Раджа, лидер африканского отделения. Раджа приглашает Ятару посетить ее корабль и предлагает ему присоединиться к африканскому отделению и работать под ее началом. Однако Ятара отказывается, заявляя, что он всего лишь верховный рыцарь. Раджа показывает Ятара всех своих солдат, а затем неожиданно слышит крик Алисы, доносящийся из-за спины одного из солдат. Она сообщает Ятара, что он является ключом к ее стремлению к большей власти, чем другие ветви, и выдвигает условия. Ярость Ятара разгорается, и он страстно клянется защищать девочек. Однако солдаты Раджи окружают Ятара, безжалостно нападая на него одного за другим. Ятара понимает, что эти солдаты обладают большей силой. Раджа выражает свое недовольство и, приближаясь к Ятара, размахивает копьем, быстро разрушая его маску. Она приказывает ему принять ее предложение. Пока ее солдаты удерживают его, Раджа показывает машину, называя ее своим вторым глазом, символизирующим истину. Она напоминает Ятара о его прошлых неудачах в защите своих близких, доводя свою точку зрения до конца. Ятара слабо повторяет слова Раджи, когда в его голове проносится шквал образов, начиная с Элис и девочек и заканчивая Макио. Он вскрикивает от страха, выкрикивая имя Макио. Раджа опускается на колени и наклоняется к Ятара, убеждая его принять ее предложение. Она уверяет его, что он единственный, кто способен использовать свою силу. Внезапно раздается громкий глухой удар, когда гроб падает прямо на них. Раджа дрожит от страха, когда Шин открывает себя. Он сообщает ей, что ему известно о местонахождении Ятара и обо всем, что он делает, потому что Ятара принадлежит ему. Раджа продолжает трястись от недоверия, так как она приняла меры предосторожности, чтобы убедиться, что Шина нет в стране. Шин – один из 4 серифов и единственный в рыцарском ордене, кто способен владеть самым мощным копьем Рангаминиадом. Шин в одиночку уничтожил всех солдат, которые пытались напасть на него. Шин направляет свое копье на Раджу, который дрожит от страха и напоминает ей о том, что ранее он предупреждал ее не связываться с его сыном Яра, и обвиняет ее в потере своих солдат. Яра умоляет своего отца проявить милосердие к Радже, когда она с позором убегает. Шин поворачивается к своему сыну и просит Яра сразиться с ним на дуэли. Яра протестует против предложения Шина, но тот не обращает на него внимания, продолжая настаивать на своем предложении. Йорико врывается в здание и приказывает Ютару убегать, в то время как она использует свое копье, чтобы справиться с Шином. Йорико слабеет, пытаясь удержать Шина от преследования Ютара, но получает травму. Ютара приходит в замешательство от внезапной перемены в своем отце, ведь он всегда знал, что тот хороший человек. Сильвия подзывает Алису, чтобы та умоляла Ютара сбежать, пока она поднимает Юфена. Убегая, Сильвия поскальзывается и падает на землю вместе с Юфеном, что заставляет ее снова прийти в сознание, но тут появляется Шин. Ютара объясняет девочкам, что лошадь Шина, Сира Цубаки, на самом деле мать Широхимы. Шин рассказывает о Макио, которую держали в клетке, и просит Ятара спасти ее, чтобы доказать, что он настоящий рыцарь. Макио кричит на Шина за то, что тот обращается с Ятара как со своей игрушкой, от чего она плачет. Ятара решает принять предложение своего отца, сохраняя свою позицию. Широхима бросается остановить Ятара от драки и просит его подумать об изменении своего решения, и даже получает в процессе выговор от своей матери за то, что она ребенок. Ятара улыбается и уверяет Широхима не беспокоиться о нем. Ятара придвигается ближе к Шину и сообщает ему о своем решении больше не считать его отцом. Они оба бросаются друг на друга, используя копье, что заставляет Ятара изначально быть уверенным в том, что он подходит своему отцу, но Рангаминиада доказывает обратное. Копье Ятара медленно исчезает, когда Макио выкрикивает его имя, извиняясь за то, что он плохая девочка, и притворяясь, что не знает о его секрете как ночного копейщика. Кольцо Макио внезапно наделяет Ятара силой, когда его копье появляется снова. Ятара яростно атакует Сина и в конце концов побеждает своего отца. Шин радостно поздравляет Ятара с тем, что он нашел свою принцессу и стал настоящим рыцарем. Когда Ятара наконец побеждает его, Шин замечает, что дух Юмы приветствует его с распростертыми объятиями, вспоминая их первую встречу. Маленький Шин сначала встречает маленькую Юму точно так же, как Ятара
Ятара встретил Макио, и в конечном итоге между ними возникает связь. Но между их дружбой встает Акира. Шин клянется стать настоящим рыцарем, чтобы обеспечить безопасность Юмы, даже несмотря на неодобрение Акиры. Юма, став матерью, расстается с жизнью, оставив Маки на попечение Шина. Ятара расплакался, когда отец попрощался с ним и растворился в воздухе. Акира проводит вечер в своем кабинете, уставившись на фотографию, на которой изображены Юма и Шин. Голос Сина звучит в голове Акиры, напоминая ему о его предыдущем заявлении о том, что судьба Макио и Ятара встретятся друг с другом. Ятара собирает свои вещи, когда решает покинуть поместье Макио. Дафэй и Конгодзи навещают Йорика в больнице, где она получает травмы. В итоге Дафэй и Йорика снова в хороших отношениях, и она выражает свое удивление по поводу победы Ятара над своим отцом. Шин таинственным образом появляется у окна Йорика, хвастаясь своими знаниями о том, что Ятара сильнее его. Макио приглашает Сая и Нори объявить о своем уходе. Сай также сообщает группе о своем решении уехать за границу, чтобы учиться в Академии Сад, которая является той же вечерней школой, что и школа Ятара. Ятара прощается с Юяном и просит его передать сообщение Конгодзи, но Юян игнорирует его. Ятара заходит в комнату Макио, но застает Юфена с блокнотом для рисования Макио, сообщающим ему о решении Макио вернуться к тренировкам. Макио проводит вечер, распевая песню, которую она написала для Найт Лэнсер, любуясь своим кольцом. Ятара присоединяется к Макио на ее тренировочной площадке. Макио заливается слезами, когда говорит сама с собой о своей слабости привязанности к своей новой семье и своем желании, чтобы они всегда были рядом с ней. Ятара опускается на колени и целует ей руку, напоминая ей об обещании, которое он дал ей, когда был рыцарем-копьеносцем, и предлагает ей присоединиться к нему в его новой академии, что поднимает ей настроение. Макио обнимает Ятару в волнении, потому что она наконец-то сможет быть рядом с ним, пока они не покинут этот мир. На данный момент мы подошли к концу нашего видео.